Всем привет! Вы на канале Pop Music, меня зовут Настя, и сегодня у нас на обзоре MIDI-клавиатура Nectar Impact GXP 49. Перед нами 49 полувзвешенных клавиш, которые чувствительны к силе нажатия. Также здесь есть система Aftertouch, с помощью которой можно добавлять каких-то интересных эффектов вашим звукам. То есть мы нажимаем на клавишу, прикладываем усилия, и звук раскрывается. Функция Aftertouch доступна не на всех тембрах. Чаще всего она встречается на пэдах, каких-то синтезаторах и басах. На верхней панели мы видим ручку, с помощью которой можно регулировать громкость, кнопку Setup, с помощью которой мы можем управлять функциями клавиш. Также здесь есть функция Repeat, которая позволяет нам задать какой-то ритмический рисунок, и кнопки управления этой функцией и переключение между банками и пэдами. Слева транспортная панель с кнопками Loop, Stop, Play и запись. Также здесь есть функция управления метрономом и клавиши перемотки назад и вперед, и переключение между треками. Ну и как в большинстве MIDI-клавиатур, слева на панели присутствует колесо питча и модуляции. Давайте проверим чувствительность клавиш. Давайте подробнее рассмотрим функцию Repeat. Итак, мы нажимаем на клавишу, и у нас повторяются ноты с определенной скоростью. С помощью кнопок от 1 до 0, которым назначены определенные функции, мы можем управлять функцией Repeat. При нажатой кнопке «Функция» мы можем выбирать скорость повторения, Кроме того, мы можем выставить акцент и интервал повторения этого акцента. И также мы можем включить свинг. Ну и, конечно же, мы можем переключаться между октавами вверх и вниз. А также с помощью кнопок транспонирования мы можем двигаться по полутонам вверх и вниз. А теперь запишем небольшой музыкальный отрывок. Начнем с барабанов. Для записи хай-хета я использую функцию Repeat. А бочку и малые запишем самостоятельно. Далее запишем клавиши. И запишем бас.
А теперь поиграем на записанный отрывок. В комплекте к MIDI-клавиатуре идет синтезатор Retrolog от Steinberg, DAW Cubase LE и Bitwig, а также виртуальная клавишная рабочая станция Nectarine. Nectarine упрощает переключение между настройками, позволяет настраивать плагины, переключать банки сэмплов, создавать патчи или переключаться между готовыми патчами. И при этом вам не обязательно быть привязанным к какой-то DAW, потому что Nectarine работает автономно. В завершении я хочу сказать, что это достойный инструмент для работы дома, но лично мне не хватило пэдов на передней панели. Здесь еще много места, могли бы уместить пэды. Также из минусов это довольно непростая навигация ввиду отсутствия экрана, но при этом клавиши чувствительные, играть удобно на них. Поэтому такой инструмент можно разместить дома, прямо перед компьютером и быстро записывать музыку, творить. А что думаете вы по поводу этой клавиатуры? Пишите комментарии, ставьте лайки, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну а с вами была Настя. Всем пока! И также мы можем выбрать свинг, чтобы... Так надо стоять. Ну как объяснить свинг-то еще? Ну, задать свинговости.